В Беларуси взбесились цены на лекарства. Об этой проблеме говорят последние полгода, и с такими заголовками выходит независимая пресса и в новом году. Не знаю насчет взбесились, но цены на лекарства действительно растут вдвое быстрее общей инфляции. В 2023 году они увеличились более чем на 13%. Минздрав винит в этом экономические санкции Запада, хотя на лекарства ограничения не распространяются. Но по официальной версии происходит это по причине разрыва логистических цепочек из-за санкционных мер. Но так ли это на самом деле? В сегодняшнем расследовании мы расскажем, как люди из окружения приближенных к Лукашенко олигархов продают в Беларуси лекарства дороже, чем в соседних Украине и России. Это расследование сделано в партнерстве с фондом медицинской солидарности BuyMedSol при поддержке киберпартизан. Я Алена Чернявская. Поехали! Бюджетная щедрость. Мы выяснили, что государство закупает вот у вас лекарства оптом по цене вдвое выше, чем они продаются в розницу в России, в Украине. Куда спрятался министр здравоохранения? Дмитрий Леонидович, опошний раз отдел. Я себя ужасно сегодня чувствую, потому что у меня опять мигрень. Это уже с прошлой недели у меня длится, то есть где-то 6-й день. Был на один день какой-то небольшой перерыв, но потом опять начинается. И это та стадия, когда уже таблетки не особо помогают. Они немножко притупляют эту боль, но ты все равно не можешь функционировать как обычный человек, не можешь воспринимать реальность так, как в обычные дни, когда себя чувствуешь здоровым, полноценным. Журналистка Ольга более 10 лет страдает от мигрени. По ее словам, боль может быть настолько сильной, что невозможно ни думать, ни воспринимать реальность. Ощущение вот этой максимальной такой боли, когда ты не можешь смотреть на что-то, когда тебя раздражают звуки, когда одна половина головы, она практически, знаете, такое чувство, как будто бы кол какой-то тебя вбили в голову, в глаз. Мигрень не лечится, но бороться с ее симптомами помогает, например, ботулотоксин. В народе ботокс или уколы красоты. При мигрени, грубо говоря, процесс происходит вот так. Чем интенсивнее боль, тем ниже болевой порог. И вот эта способность мигрени играться болевым порогом делает эту боль мучительной, длительной и достаточно сложно поддающейся коррекции традиционными какими-то обезболивающими препаратами. И так как ботокс имеет способность блокировать нервные окончания, то, обкалывая точки на голове, где есть максимальная концентрация болевых рецепторов, мы очень сильно фиксируем и прибиваем гвоздями этот болевой порог. И у мигрени нет тогда возможности любым образом этим болевым порогом играть. В белорусских медцентрах использовали два типа ботулотоксинов. Французский Dysport от компании Ipsen и корейский Neyronox от компании Meditox. Об этом писало издание Office Life. У корейского 21 декабря 2021 года закончилась государственная регистрация. Врачи перешли на французский. Однако и он к лету 2022 года исчез из продажи. Ввозила и реализовывала в Беларуси французские уколы красоты, в том числе общество с ограниченной ответственностью Лигматон. В феврале 2023 года государство определило эту компанию как поставщика более 2000 упаковок ботулотоксина Dysport производства Ipsen. Информация об этом размещена на сайте РУП Белфармация. Договор заключили по процедуре закупки из одного источника. Тендеров на поставку этого препарата нам найти не удалось. Закупки из одного источника – это самые скрытые закупки. Они в нашем государстве еще не до конца прописаны, как должно быть, не до конца контролируются. Их слишком много. Из-за того, что их слишком много, и понятно, что контролирующий орган не может все контролировать. Из-за чего проходит вал закупок с нарушениями. Они скрыты, подать по ним жалобу нельзя. И в юриспруденции существует такое понятие, как нецелесообразность. То есть, если даже нарушение выявлено, но уже все свершилось, уже лекарства получили, деньги переданы, то уже нецелесообразно откатывать обратно, даже если найдено нарушение. Поэтому это самый коррупционный пласт закупок, и он огромный. Хорошо. Он не контролирует. Итак, белорусский Минздрав в феврале 2023 года выбрал по процедуре закупок из одного источника поставщика, некую компанию Лигматон, с которой заключил договор на поставку Dysport по 885,5 рублей за упаковку. Смотрим цену этого же препарата в России и видим, что там в обычных аптеках в январе 2024 года он стоит примерно в 1,5 раза дешевле, а в Украине на треть. Подчеркну, в обычных аптеках люди покупают это лекарство поштучно в 1,5 раза дешевле, чем белорусское государство закупает оптом на сумму почти 2 миллиона рублей за партию.
Мы сравниваем цены этого и других медпрепаратов на 12 января 2024 года с их стоимостью примерно год назад. Это не совсем корректно, но цены на лекарства за этот период в российских и украинских аптеках изменились незначительно. Оптовые цены на это лекарство в Украине еще ниже. Чтобы узнать, насколько, зайдем на украинский сайт госзакупок Прозорро. Находим тендер на закупку Диспорта. Цена в июне 2023 года около 600 белорусских рублей. То есть дешевле еще, например, на 10%, чем в украинских аптеках. Давайте посмотрим цены в России, против которой действуют западные санкции, как и против Беларуси. Заходим на сайт Российской единой информационной системы в сфере закупок. Находим лот на поставку Диспорта. Его разместило 16 мая 2023 года Тверское государственное предприятие «Фармация». Аукцион выиграл участник, предложивший цену в 2 раза ниже, чем государство покупает у Лигматона. Смотрим, что еще государство закупало у этой компании. Препарат Спирива-Респимат, раствор для ингаляции. Он используется при лечении разных болезней, от бронхиальной астмы до хронической обструктивной болезни легких. Это тяжелое заболевание, которое занимает 3-е место среди ведущих причин смерти в мире. В сентябре 2022 года, а затем в апреле 2023 государство, опять же по процедуре закупки из одного источника, закупает у Лигматона этих растворов на сумму около 10 миллионов белорусских рублей. Средняя цена за упаковку около 135 рублей. Заявки на закупку Спирива-Респимат украинские медучреждения выставляли только вместе с другими лекарствами. Кто предложит лучшую цену за весь список, тот и побеждает в тендере. Данных о том, по какой конкретно цене закупался тот или иной препарат, в открытом доступе нет, поэтому будем сравнивать цену с розничной. В Украине в обычных аптеках без оптовой скидки этот препарат стоит дешевле почти на треть, чем Минздрав покупает у Лигматона. В России Спирива-Респимат продают еще дешевле. Оптовая цена для белорусского Минздрава в 2 раза выше, чем розничная для обычных граждан в российских аптеках. Кроме того, что белорусы переплачивают за это лекарство как налогоплательщики, при бюджетных закупках в аптеках мы также переплачиваем за этот препарат в 1,5-2 раза по сравнению с Россией и Украиной. Продолжаем изучать закупки у Лигматона. Диферилин в дозировке 3,75 мг. Его используют для лечения рака предстательной железы, а также бесплодия. В июне 2023 государство закупило этого лекарства на сумму почти 1 миллион рублей. Снова по более высокой цене, чем в аптеках России и Украины. Если бы государство приобрело перечисленные препараты в российских аптеках по розничным ценам, то заплатило бы почти на 5 миллионов 700 тысяч рублей меньше. За эти деньги можно купить, например, 130 аппаратов искусственной вентиляции легких китайского производства, или почти 13 тысяч инвалидных колясок, или 228 тысяч упаковок инсулина. Что это за компания, у которой белорусское государство закупает лекарства по оптовым ценам выше розничных в российских и украинских аптеках? Как сообщается на официальном сайте, Лигматон появилась в 1996 году. В 1999 она получила лицензию на оптовую реализацию лекарственных средств и предметов медицинского назначения. Кроме того, она владеет розничной сетью из 19 аптек. Мажоритарный собственник с наибольшей долей некая Галина Петрович. Она же является директором компании с 2001 года. С 2004 по 2020 с перерывом в 2 года среди собственников фигурировала женщина с такой же фамилией – Петрович Ирина Теофиловна. Как мы узнали из базы киберпартизан, она мать нынешней владелицы Лигматона Галины Евгеньевны Петрович, а также Виктора Евгеньевича Петровича. А это уже известная фигура – директор и совладелец Табак Инвеста, долгое время единственного частного производителя сигарет в Беларуси. Нынешняя совладелица Лигматона Галина Петрович – родная сестра олигарха Виктора Петровича. Как нам удалось выяснить благодаря киберпартизанам, Петрович и Топузидис не только бизнес-партнеры. Сестра Петровича имеет от Топузидиса внебрачного сына. В ее паспорте указан сын Георгий Павлович Петрович, который в 2020 году поменял фамилию на Топузидис. Он значится как сын и в документах Павла Топузидиса, но не у его официальной жены Ирины. У нее в паспорте только 2 официальных ребенка – Павел-младший и Ксения. В интервью «Комсомольской правде» в 2018 году официальная жена Топузидиса Ирина упоминала о Георгии. В нашей семье 3 детей – дочь Ксения и сыновья Павел и Георгий. Георгий хороший парень, работает не у отца, самостоятельно пробивается в жизни. Нормальные скромные дети, не кичатся нашей семьей.
Внебрачный Георгий действительно с 2013 по 2020 годы работал в EPAM Systems, хотя и начинал карьеру у отца в Табак Инвест. В 2014 году он становится совладельцем фирмы Ligmaton. По данным на ноябрь 2023 года ему принадлежит 37,5% компании, его матери 62,5%. В 2021 году Георгий Топузидис по этим данным становится первым заместителем директора Ligmaton. Учитывая, что почти все аптеки Ligmaton находятся в торговых центрах Корона, которые принадлежат Табак Инвесту, про собственную дорогу сына Топузидиса в бизнесе вряд ли можно говорить. Напомним о связях Топузидиса с семьей Лукашенко. В начале нулевых Павел Топузидис, похоже, тесно общался с Виктором Лукашенко. В 2003 году они вместе с женами и детьми одним и тем же рейсом летали на курорт Ларнака на Кипре. Об этом сообщал Альянс расследователей Беларуси. А в 2016 году Топузидис одним бизнес-джетом летал в Грецию уже со средним сыном Лукашенко Дмитрием и его семьей, а также с официальной женой Александра Лукашенко Галиной. С середины нулевых его с Виктором Петровичем компания Табак Инвест обрастает активами: торговым центром «Замок», сетью гипермаркетов «Корона» и элитным клубом «Робинсон». В прошлом расследовании мы рассказали о других столичных заведениях бизнесменов, близких к семье Лукашенко. Если еще не посмотрели, обязательно сделайте это, чтобы знать, в чей карман пойдут деньги по вашему счету. В тот же период Топузидис начинает брать на себя и политическую нагрузку. Становится главой одной из столичных участковых избирательных комиссий. Олигарха назначают заместителем председателя Совета по развитию предпринимательства при белорусском правительстве и почетным консулом Греции, а затем и Румынии в Беларуси. Он также строит в Беларуси 3 хоккейных дворца, хотя по собственному признанию спорт не любит. Как выяснил Белорусский расследовательский центр, владельцы Табак Инвеста могут получать немалые выгоды от контрабандной схемы прерванного транзита сигарет. В декабре 2023 года против Павла Топузидиса и Виктора Петровича США ввели персональные санкции. Эти 2 богатейших олигарха Беларуси являются важными кошельками для Лукашенко и его режима, говорится в обосновании американского Минфина. Мы позвонили Георгию Топузидису и Галине Петрович. Нас интересовало, почему белорусский Минздрав закупает у Ligmaton лекарства по, как правило, более высоким ценам, чем они стоят в аптеках России и Украины. Не связано ли это с родственными связями совладельцев фирмы с близкими к Лукашенко олигархами? Алло. Георгий Павлович? Здравствуйте. Здравствуйте, Топузидис, да? Да. Меня Александр зовут, я журналист Белорусского расследовательского центра. И мы готовим расследование, которое касается деятельности компании Ligmaton. Мы выяснили, что государство закупает у вас лекарства оптом по цене вдвое выше, чем они продаются в розницу в России, в Украине, в аптеках. Про это ничего не знаю, не могу вам пояснить. А скажите, а почему вы же первый заместитель директора, получается, компании? Разговор с Галиной Петрович получился более содержательным. Она рассказала, что Диспорт в Беларусь поставляла не только ее фирма, но и российская компания Air Farm. По ее словам, по цене еще дороже, чем Ligmaton. Я делала скидку 20% по сравнению с ценой российской фирмы. В 2022 году Air Farm поставляла этот препарат по цене $310 за упаковку. Ligmaton в 2023 по $317 по курсу на дату заключения договора. То есть компания Петрович продавала Диспорт государству все-таки по более высокой цене, чем российская фирма, хоть и не намного. А то, что ее компания поставляет Минздраву лекарства дороже, чем они стоят в аптеках России и Украины, она объяснила высокой ценой производителя для белорусского рынка. Мне дают такие цены и цен фарма. Также Петрович заявила, что деятельность Ligmaton никак не связана с владельцами Табак Инвеста. У нас возникает, большие подозрения, что такие цены связаны с тем, что у вас родственные связи с олигархами Павлом Топузидисом и Виктором Петровичем, которых называют кошельками Лукашенко. Ваши подозрения абсолютно беспочвенны. Они вообще не имеют отношения к фармбизнесу. Это мои контакты. И начали работать мы сами вообще независимо от Табак Инвест 1999 года. Нам никто не помогал. Эти слова Галины Петрович противоречат фактам.
С апреля 2014 по конец декабря 2021 года Табак Инвест был в числе собственников Лигматона. С 1996 по 2004 его совладельцем был родной брат Топузидиса Геннадий, а 16 из 19 аптек Лигматона находятся в торговых центрах Корона. Однако, как стало известно БРЦ, Лигматон действительно покупал у производителя Диспорт по цене близкой к той, по которой продавал его Минздраву. Как минимум так было оформлено на бумаге, что цены якобы завышал производитель, а Лигматон не имел с этого сверхприбыли. Почему же в Беларуси производитель с дилером могут ставить цены настолько выше, чем в соседних странах? Это может быть связано с небольшим объемом рынка в Беларуси или большими рисками, которые связаны с торговлей в Беларуси в связи с тем, что в твой офис могут там вломиться, да, и разбомбить офис, который ты там снимал 2 года. Поэтому сама по себе такая ситуация, конечно, притягивает внимание, но и не выглядит какой-то однозначно неправильной. Еще одна возможная причина завышенных цен на лекарства – ограниченная конкуренция. Вот, например, препарат диферилин российская компания «Фармкомплект» в 2022 году поставляла дешевле, чем Лигматон. Но теперь делать это им запрещено. У нас запрет от производителя участвовать в тендере на Беларусь. Запрет от производителя, а с чем это связано? Да. Но это связано с тем, что у них есть свое представительство в Беларуси, и они сами там играют в этих тендерах. Мы отправили запрос французской компании-производителю Ipsen с просьбой объяснить причины такой политики. Но на момент выхода расследования ответа не получили. Впрочем, такая практика не является чем-то из ряда вон выходящим. Когда производитель понимает, что он может диктовать свои условия, более выгодные для себя, он вполне может прийти с таким предложением к дистрибьютору, например, на российском рынке и сказать: Иван Петрович, не ходите торговать в Беларусь, потому что мне так выгоднее. Другими словами, какие вопросы к европейскому производителю, если он в Украине или России имеет конкуренцию и, возможно, поэтому снижает цены, а в Беларуси он может диктовать такую цену, которую захочет? Тут вопрос к государству. Почему по ряду препаратов в стране регистрируют продукцию только одного производителя или ограниченного круга? В любой стране это сложный процесс, нигде зарегистрировать лекарственное средство не удается легко, это всегда огромная тягомотина, и коррупция в том числе встречается. Но в Беларуси сложность законов еще и связана с тем, что любой, или почти любой чиновник на своем пути обладает правом вето, которое может очень сильно затормозить, если вообще не разрушить идею регистрации какого-то препарата. Естественно, если в торговле любым препаратом, хоть аспирином, будет заинтересован человек, приближенный к власти, то никто другой, никакого конкурента не пропустят на рынок. Лигматон не единственная компания, которая продает Беларуси лекарства по ценам порой в разы более высоким, чем в розничной торговле в России и Украине. Например, компания Нативита в мае 22-го заключила договор на поставки в Беларусь лекарства глоцитат, оно же Тимиксон, применяемого при рассеянном склерозе, почти в 2 раза дороже, чем оно стоит в российских аптеках. Раньше мы описывали схему поставок этой компании Минздраву импортных противораковых препаратов под видом отечественных, которые якобы эта компания производила, а на самом деле импортировала. Совладелец Нативиты Алексей Сычев был связан с бывшим министром здравоохранения Василием Жарко, которого называли протеже ныне покойной неофициальной тещи Александра Лукашенко и бабушки его младшего сына Николая. Еще одна компания, принадлежащая семье Сычева, Витвар, поставляет лекарства для профилактики тромбоэмболической болезни, лечения нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда фраксипарин втрое дороже, чем оно стоит в российских аптеках, и вдвое, чем в украинских. Некоторые другие лекарства эта компания поставляла в Беларусь по более низкой стоимости, чем в российских и украинских аптеках. Например, таблетки от надпочечниковой недостаточности Метипред в 2022 году она продала государству втрое дешевле, чем они стоят в российских аптеках, и почти вдвое, чем в украинских. Но их Витвар поставил на общую сумму около 1 миллиона рублей, а фраксипарина в разных дозировках на более чем 30 миллионов. В целом, за 22-23 годы государство купило у компаний, связанных с Сычевым, лекарств на сумму, которая почти на 10,5 миллионов рублей дороже, чем они обошлись бы ему при покупке в розницу в российских аптеках. Итак, мы выяснили, что ряд лекарств в Беларуси государство закупает оптом по ценам в разы выше, чем те, по которым украинцы или россияне приобретают их поштучно в аптеках. Как минимум, причина этого – ограниченная конкуренция, связанная в том числе с усложненной
процедурой регистрации. Для того, чтобы зарегистрировать лекарственное средство в Беларуси, необходимо подготовить так называемое регистрационное досье и подать его на первичную экспертизу. Если удалось пройти первичную экспертизу, дальше надо пройти специализированную. Потом сбор необходимой информации для устранения замечаний каждого экспертного заключения. На это отводится 40 дней. И только после этого комиссия Минздрава может зарегистрировать или не зарегистрировать препарат. О том, насколько сложно пройти эту процедуру, может говорить хотя бы то, что один лишь перечень документов, составляющих регистрационное досье, занимает 4 страницы формата А4. Мы неоднократно задавали Минздраву вопросы в рамках наших расследований, но ни разу не получили ответа. Руководитель БРЦ Станислав Ивашкевич дважды пытался взять комментарий у нынешнего министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, подкараулив его у кабинета. В 2020 году министр спрятался за дверью. Ми провели журналістське розслідування про закупи ліків для раку. Брифінг йде? У вас ви в курсі, що вас на Цивіта поставляє у 7 разів дорожей ліки, які самі ліки коштують. Во второй раз, в 21-м, Станиславу Ивашкевичу удалось прорваться за министром в кабинет, но Пиневич оттуда волшебным образом исчез, хотя других дверей там не было, а из мест, где можно было спрятаться, были только шкаф и стол. Дмитрий Леонидович, опошний раз отдел. Через несколько месяцев после этого власти провели на журналистов БРЦ облаву. Теперь продолжать работу мы можем только из-за границы. Наш коллега, журналист-расследователь Сергей Сацук, находится в тюрьме. Он раскрыл схемы поставок в систему здравоохранения оборудования несуществующих производителей, а также незарегистрированного на тот момент препарата Эупента, приведшего к гибели ребенка. Его обвинили в разжигании вражды, превышении служебных полномочий, получении взятки и осудили на 8 лет лишения свободы.